Больше 600 миллионов людей увидели это. Так захотела Вселенная. Организаторы проекта сказали, что тебя без охраны теперь не пустим. Жизнь изменилась чуть. В маске я хожу, потому что, поскольку медийный человек и люди фотоют, не всегда удачно получаешься, когда тебя... И ты в этот момент даже не знаешь, что тебя люди снимают. И хочется получиться на всех фотках с красивым лицом, либо в маске. Очень много таких фоток. Я даже этого момента не помню, потому что я тогда еще еле как ходил. Я с детства мечтал стать артистом, и вот до сих пор мечтаю стать артистом. О возможных вариантах другой профессии я никогда не думал. И дай бог, чтобы мне удалось пропеть еще немножко. Мне очень повезло в том плане, что я занимаюсь своим любимым делом и зарабатываю на хлеб. Прежде всего, быть артистом – это огромное счастье. Это огромное счастье. Счастье – это когда тебя любят. Счастье, когда ты получаешь какие-то эмоции от незнакомых людей. Но в нашей профессии все незнакомые нам люди становятся почти что родственниками, что ли. Я очень благодарен своим родителям за то, что сейчас мне удается вкусить это удовольствие, побывать на сцене, петь для зрителей. Это все благодаря моим родителям, моей бабушке и дедушке. Они когда-то возили меня в детскую музыкальную школу, когда мне было 5 лет. Точнее, бабушка, несмотря на то, что у нее ноги больные были, она постоянно водила меня в школу. И сейчас пожинаю плоды благодаря им. Так захотела Вселенная, я не знаю, так получилось. Я согласился участвовать на этом конкурсе в Китае. Мы готовились, спел первую песню SOS D'Antayan de Tres на французском. Вечером показывают по телевизору спустя 10 дней со съемок. И потом на следующее утро выясняется, что больше 600 миллионов людей увидели это в Китае. Я сам немного удивился. Не то, что немного, я вообще сильно удивился. И после первого тура мы вышли на улицу, и потом организаторы проекта сказали, что тебя без охраны теперь не пустим. И в этот момент я понял, что жизнь изменилась чуть. Сейчас мы пробуем начать нашу совместную творческую деятельность с корейским продюсером. Это продюсер, который работает со многими кей-поп звездами. Он работал и с группой EXO, и с другими группами, если я не ошибаюсь. Я стараюсь сотрудничать с теми людьми, которые предлагают мне хорошие условия. Как творческий человек я должен чувствовать абсолютную свободу, чтобы я сам принимал какие-то решения, которые будут касаться моего творчества. Для того, чтобы расти, я должен попробовать творить, работать в этом направлении. У нас чисто все на доверии. Он как старший товарищ, который более опытный человек. А я как молодой артист. Я до этого работал с американскими композиторами, с композитором Мадонны, Шакиры, Рианы, и с европейскими композиторами, которые сочиняют музыку для Евровидения. Но с Игорем Яковлевичем у нас отдельная история, потому что он очень хорошо пишет в том направлении, в котором я хочу развиваться. Я хочу импровизировать, я хочу добавлять от себя что-то. Я меломан, я люблю любую музыку. Я могу послушать рэп, я могу послушать тяжелый рок,
металл. И после этого начать слушать оперу.